Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам, как наша Аленочка сдавала на водительские права. А Нелечка делала огромную уборку с вещами, как детки готовили завтрак и справлялись с домашними поручениями. А потом все вместе, как мы ездили в библиотеку. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков, расскажем вам, что нового происходит на наших каналах, и закончим наш влог костром и видео, которое прислал папа Лёша с дороги, и, конечно, песней. Оставайтесь с нами. Доброе утро всем! Вовочка, закрой шкаф, пожалуйста. Нам наконец-то сделали дверь в шкаф, теперь у нас кухня будет прилично смотреться. Сегодня детки встали чуть-чуть попозже, потому что у них сегодня... Half day это сколько? Половина школьного дня. Дженнифер, ты что кушаешь? Добавку уже? Ты же другие только что ела. Вова, а ты что ищешь себе в этом? Машину? Сейчас. Yes. У Вовы такой охотничий журнал. И здесь все продается для охоты, для кемпинг. Кемпинг это как? Походы, генераторы, все такое интересное. Okay, Аленочка едет с нами, потому что она будет сегодня сдавать Driver's test. Да, она сегодня сдает на права. А Дженнифер убежала без куртки. Скорей, да, куртку ей надо взять. Сегодня у нас 30 октября. На улице красивая сухая осень. За рулем едет Аленочка. Сегодня она сдает на водительские права. Все спрашивают, как можно водить машину в 15-16 лет. Я не знаю, кто это придумал, rule. А ты бы не хотела водить машину? Ну, я бы хотела, но... Тебе не обязательно же сдавать. Но ты хочешь. Но оно удобно. Если у нее будет машина, она сама себя будет на работу возить. Ага. Я сейчас поворачиваю. И вот он DMV, где ты будешь сдавать. Сюда, налево. Я тут за ними подглядываю. Пошли они сдавать. Алена пошла с инструктором. Так, я вижу, что Алена там подъехала уже. Сейчас я покажу вам. Так, сейчас посмотрим, сдала или не сдала. Окей, thank you for the picture. Окей, Аленочка сдала на права. Молодец, поздравляем! Все, теперь она законный водитель. Сама теперь можешь ездить? Вообще сама. Хочешь ехать за рулем или хочешь сейчас отдохнуть? Отдохнуть. Окей, хорошо. Отдохнули и поехали за опилками для огорода. Надь, я хочу посмотреть, как вы работаете. Вова не работает. Oh, sorry. Вова не работает. Вова, ты не работаешь? Я работаю. I can work. Мы все по очереди работаем. Mom, can I climb up the mountain? Окей. Вот какая огромная гора опилок и стружек всяких всего. Там нельзя брать. Там, видите, дорога такая поломанная. Привозят туда всякий поломанный асфальт, цемент. Вот. Это мы уже сегодня второй приезд. У нас заезд. Сейчас, наверное, еще раз приедем. Мы сейчас привезли еще опилок. И сейчас их кладем вот здесь, где у нас деревья растут, посередине, чтобы здесь было легче косить, чтобы косилка проезжала просто вдоль. Не нужно вокруг деревьев крутиться. Вот Вова и Аленочка мне подстригают клеенку, чтобы там под опилками не росла трава. Вот, мы так делали и с малиной, и с другими. Пока дают опилки, берем. Сейчас посмотрим, что у нас там дальше получится.
Привет, Джинал. Джинал стоит, смотрит, как я делаю здесь яблочное пюре. Здесь вот у нас яблочное пюре. Такое красивое. Здесь шкурки всякие выпадают. А вы что тут стоите? Тоже смотрите? Да. Но они уже пошли спать. Уже 9:30, все, они уже ложатся спать. Да. Все, спокойной ночи всем. О, Маргарита нам платье идет показывать. И Ангелина. Красивенько. Как раз на зиму. Jenny, не надо трогать. Мама сама сделает, дай мне. Спасибо. Все, спокойной ночи. Jenny, муа, спокойной ночи. Джинал, муа, спокойной ночи. Good night. А Нелечка сегодня работала на цокольном этаже. Вот она себе включила здесь музыку. И такой был здесь беспорядок. Туда вещи сносили, летние, зимние, разные, обувь. И Нелечка решила здесь привести все в порядок. Вот такой вот красивый порядок она навела. Вещи все рассортировала, положила все по коробкам, все подписала. А все, что ненужное, большое, маленькое, старенькое, все, что уже никому не подходит, мы повезли в специальный магазин, такой как Second Hand. Мы сейчас приехали в этот магазин. Это как Second Hand магазин, но это еще не только Second Hand, это они помогают больным людям. Здесь они занимаются с больными людьми. И мне этот больше по душе магазин. Они здесь недорого продают вещи, поэтому наши вещи они могут кому-то подарить или продать подешевле. Здесь у нас еще коробка. Вот это вот с сумками всякими. Вот столько много пакетов мы отдали. Надеемся, что кому-то пригодится. А сейчас мы хотим объявить победителя конкурса лайков, которой стала Надежда. Ее лайк был под номером 288. Мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту. Кто хочет участвовать в конкурсе лайков, читайте правила и участвуйте. Также хочу сказать, что на канале «Вкусные рецепты семьи Савченко» Аленочка выставила новый рецепт «Сладкий пирог со сливочным сыром». Подписывайтесь, смотрите рецепт, надеюсь, что вам понравится. Доброе утро всем! Сейчас у нас встает солнышко. На траве вот такой вот иней. Холодно сегодня, мороз был ночью. Белки вон бегают там у Вовы на кормушке. А здесь у нас маленькая белочка сидит. Привет, белочка. Дженнифер. Сегодня у нас нет школы. Сегодня учительская какая-то конференция. Скажи всем привет. Всем привет. Она рисует здесь небо, птички. Красивое дерево. Молодец. Солнышко. Тут у нас есть Джинел. Доброе утро. Ой, против солнца. Она опять делает у нас эти waffles. Сейчас. Я вам сейчас покажу. Waffles я делаю не со своего рецепта. Подожди чуть-чуть. Чик, и переворачиваем. Это у нас рецепт вот такой вот blueberries. Blueberry. А Джинал не любит blueberry, да? Не любишь? Ну, я не люблю с панкейками. А, просто любишь blueberry, а какие же? Ты любишь? Да. А ты кто? Дженнифер. А почему ты на полу рисуешь? Солнце. А, солнышко тут тебе светит. Понятно. Вот у нас какие сегодня задания. Ангелина у нас убирает на кухне, Кетти большой туалет, Дженнифер маленький туалет, Вова внизу убирает большой зал на цокольном этаже, Маргарита убирает зал, Алена ставит обувь, но это так, Алена потому что на работе будет. Внизу в большом туалете убирает Джинел, и Неля и Вика убирают на улице. Но я им поставила, потому что Нелечка у нас очень большое дело сделала. Я вам уже показывала, какое. Так что ей сегодня будет отдых. Это кто проснулся?
Как тебя зовут? Кетти. Доброе утро, Кетти. Иди умывайся, будем кушать. Вот он, жена. Ой, Дженнифер, я уронила твой фломастер, смотри. Пока бежала. Что, прилипло твой блин тут сюда? Давай, клади скорее. Не блин, а этот, вафл. Молодец. Ну, пшикай. Ой, ты горячий сюда, а то на пластик. Так, Алена здесь пробует waffle с Джанел. Ну и как? Очень вкусно. Очень вкусно. И девочки здесь кушают. Привет. Они только не блубери. Вы не любите блубери? Чуть-чуть. Так, Алена, сегодня никто не работает, а ты Работаем. работаешь? Ой, Вика работает. Да, Вика работает. А ты не кофе пьешь и не чай, а молоко? Yeah, I'm too lazy. Дженнифер, а тебе нравится кушать? Yeah, you go close the door. Please, because your theme is a... Кетти сегодня у нас моет унитаз. Кетти, чем ты моешь? Покажи. Пахнет как? Нормально? Хорошо пахнет? И унитаз чистый? Молодец, правда приятно пахнет. Самое хорошее, что если это попадает на ноги, на руки, она ничего не обжигает. Очень хорошая, с мелолуки. Вот. Всем привет, доброе утро. Сейчас вот мы помоем это грязное зеркало тоже. Сейчас Кетти сделает порядок и покажет, какой она порядок сделала. Спасибо тебе. Горита, привет. Привет. Ты где убираешь сегодня? В зале. В зале. Так, здесь сейчас посмотрим, как было, как будет. Здесь Дженнифер в ночнушке прыгает еще. Ну, шарик уже закончил свое действие. Книжки нужно убрать все, носки. Чьи носки валяются здесь? Jen, cut the string and it'll float. Окей. А ты где убираешь, Дженнифер? Ну, покажи нам, пойдем посмотрим. О. Убрала уже все? Нет. Вот я смотрю, что она тут вытащила мыло, расчески. Yes. А зачем же ты все из шкафа вытащила? Because I need cleaner. А ты что, помогаешь убирать? Нет. Просто смотришься в зеркало? No. Скажи всем привет. Всем привет. Так, Дженнифер, давай заканчивай скорее уборку. Скорей, уборку заканчивай. Сейчас у нас тут пока все лежит, везде стоит, нужно все красиво убрать. А потом куда мы едем? Library. А library это что? Children. Библиотека. Библиотека. Окей, ну давай тогда скорее убирай. Тека. Скорей. I know. It's downstairs. Сейчас мы собираемся в библиотеку съездить на чуть-чуть. Кетти, что ты делаешь в библиотеке? Get books. Книжки. Ты любишь читать книжки? Про кого? Собачки. Garfield. О, про кошек, про собак. Я тоже взяла с собой свой лаптоп и хочу там свою тетрадку взяла, чтобы написать адреса подписчиков, кому я должна отправить открытки. А то я припозднилась, очень была занята тут эти недели. Вы меня уж простите, пожалуйста. Мы получили почту, и Ангелина получила письмо. От кого? Анна. От Ани Давидюк, да? Спасибо, Аня, тебе. Что она тебе прислала? Письмо и наклейки А письмо по-русски или по-английски? английский. И как? Интересно было читать? Да, очень. Да, спасибо, Аня, тебе. Спасибо, Аня. Вы будете разукрашивать? I remember I colored this one. All of it? Yep. А ты что, газеты читаешь?
А это вот мой стейшн. Я тут буду сидеть, заниматься. Мы уже собираемся идти домой. Дженнифер хочет... Покажи, что ты сделала. Это такой светильник, да? Красивый. Мы сейчас придем домой, ты покажешь, как он работает? Да. И ты сделала светильник? А, и лампочку. Покажи там внутри что. Свечка, да, стоит? Ага. Так, Маргарита себе книжки взяла. У нас уже день заканчивается. Вова там решил костер сделать небольшой. А я решила здесь пожарить мяско. О, гуси летят, летят! Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я пришла уже забирать мясо и хочу сказать вам что-то, пока я не забыла. Так, я вам сейчас покажу сначала, какое тут мясо у меня получилось. Вот. Хочу вам сказать, сейчас выключу пока здесь, что кто еще не знает, то на канале «Женщина, жена и мама» я выставила такое видео «Как хорошо вы знаете меня». Но вы знаете, может быть, даже это не то, что хорошо знаете, а может быть, как вы чувствуете. Вот посмотрели, послушали вот такое какое-то предложение и подумали: о, это точно про Lidl. Или подумали, посмотрели, не, это не подходит. Я бы была очень рада, если бы вы поучаствовали, ну, женщины, поучаствовали в этом конкурсе. Вот, спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами. У нас, видите, вот такая вот осень. Листья уже все почти опали. Сейчас я покажу. Вова там делает костер, Маргарита там что-то собралась жарить. Я пробираюсь к Маргаритиному и Вовиному костру. Они у нас такие любители. Но я им разрешила, потому что, видите, и дым идет туда, на реку. Они хотели несколько минуток посидеть, погреться около костра, пожарить там чего-то. Привет, охотники и рыболовы. Так вы что-то жарите или просто греетесь? Вова просто греется. А Маргарита? Жарить что-то будешь? Ага, я смотрю, Маргарита, это ты свечку принесла или это Вова? О, костер у них здесь такой интересный. Так, Вов, это долго будет гореть. Так, Вова маршмеллоу будет жарить. Большое спасибо всем, кто сегодня был с нами. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, приглашайте друзей и подписывайтесь на наш канал. А сейчас я поставлю песню и видео, которое прислал Лёша с дороги. Всего хорошего, до свидания. Как прожить на свете без любви, без любви святой, не зная Бога, без тебя, мой Бог, печальный мир, в сердце пустота, в душе тревога. Без тебя темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Если ты со мной, я не боюсь трудных и опасных испытаний. Именем Твоим с грехом борюсь. И с Тобой предел моих желаний. Без тебя темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Только ты умеешь так любить, только ты во власти дать прощение.
и отцом, и другом моим быть, укрепляя веру и терпение. Без тебя темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Без тебя темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска сердце рвет на части.